Динмухамед Кунаев, Ахмед Жубанов, Мухтар Ауэзов, Абылхан Костеев, Евгений Брусиловский, Бибигуль Тулигенова. Все это важные имена не только для казахстанцев, но и для культурных, образованных людей, которые понимают, какой великий вклад внесли эти люди не только для своей родины, но и для культуры, музыки и образования в целом. Их труды легли в основу нынешней культурной жизни, которая доступна в Казахстане как никогда. Мне посчастливилось воочию соприкоснуться с великим наследием и трудами этих людей. Об этом и будет мой рассказ. В этом фильме я поставил для себя непростую и очень амбициозную задачу. Когда мы с Иваном получили приглашение в Алма-Аты, то даже представить себе не могли, чем обернется для нас эта поездка. За время пребывания в этом городе мы успели не только увидеть местные красоты, познакомиться с интересными людьми, попробовать местную кухню, но и вкусить культурную жизнь этого города. Несмотря на то, что столицей Казахстана считается Нур-Султан, город Алматы по праву называют культурной столицей. Этот же статус имеет и мой родной город – Санкт-Петербург. Их часто сравнивают между собой, называя городами-побратимами. Это, кстати, чистая правда. Это произошло 1 марта 1996 года. Алматы и Санкт-Петербург стали городами-побратимами. Пробыв в Алматы 30 дней, я позволю себе заметить, что схожесть в этих городах действительно есть. И заключается она в атмосфере и творческом духе, который витает и объединяет эти города. В этой серии мы прогуляемся по культурному Алматы. И я, как петербуржец, сравню два этих города, сделав свой вывод об увиденном. И вы поймете, так уж сильно отличается культурная светская жизнь Алматы от северной столицы России – Алга. Прямо сейчас я нахожусь в Михайловском сквере. Это исторический центр Санкт-Петербурга. Знаменитый русский музей. В этом музее Санкт-Петербурга хранится самая большая коллекция русского искусства в мире. Ей может позавидовать даже Третьяковка. Музей был основан в 1895 году по высочайшему указу Николая II, а рядом с ним, в соседнем здании, расположен один из крупнейших в мире этнографических музеев. Он так и называется – Российский этнографический музей. В этнографическом музее можно увидеть множество предметов быта разных народов, населявших Российскую империю от Сибири до Прибалтики, от севера и до Кавказа. И так как я обещал делать сравнительный анализ, то не менее эффектный музей мне удалось посетить в Алматы. Им стал Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Костеева. На сегодняшний день это место является крупнейшим художественным музеем страны и ведущим научно-исследовательским и культурно-просветительским центром. Музей носит имя народного художника Абылхана Костеева. Это казахский живописец и акварелист, народный художник Казахской ССР, основоположник казахского изобразительного искусства. Число экспонатов основного фонда музея составляет 25 тысяч единиц. В коллекции музея имеется экспозиция, посвященная изобразительному искусству России, Западной Европы, зарубежному искусству 20 века и искусству Востока.
Здравствуйте. Алда, Петербург. Здравствуйте, да. Мы попали в этот музей благодаря профессиональному искусствоведу Асие Саидовне, которая устроила для нас первоклассную экскурсию. Мы начали свой поход с зала, посвященного декоративно-прикладному искусству Казахстана. В данной экспозиции представлены образцы произведений народных мастеров, занимающихся традиционным ткачеством, изготовлением узорных войлоков, вышивками, плетением циновок, художественной обработкой дерева, металла, кожи и кости. Изобразительное искусство Казахстана является постоянной экспозицией и занимает обширную площадь музея. Несколько залов и обходные галереи обставлены работами выдающихся деятелей страны по направлениям живопись, скульптура и графика. Поэтому в этом зале мы провели самую большую часть времени, изучая живопись казахстанских мастеров разного поколения. Итак, казахи кочевали, жили в юрте, которая вся полна коврами, поэтому масляная живопись, где мольберт, краски, невозможно было. И они кочевали 4 раза в год. Значит, такое вот станковое искусство на мольберте появилось только в 20 веке. И первым художником стал Абылхан Кастеев. Потому что для того, чтобы появился мольберт, нужно, чтобы человек жил оседло. С мольбертом по степи не помотаешься. Вообще в Алматы можно найти большое количество музеев на все случаи жизни. Лично я, когда готовился к этому выпуску, насчитал их более 30. Если вы большой любитель музыки, то вам подойдет музей народных музыкальных инструментов имени Ихласа. В этом музее мы не были, но у нас есть целый цикл передач, посвященный народным инструментам Казахстана, сделанный совместно с этим уникальным музеем. Если вам интересна история таких народных инструментов, как домбра, кобыз, сабызги, то обязательно посмотрите цикл наших передач по подсказке вверху экрана. Как я уже сказал, в музее Ихласа мы не были, но зато мы побывали в мультимедийном центре традиционной музыки. Это действительно современный, высокотехнологичный музей, которым алматинцы должны гордиться. В центре музея мы видели 3D-голограмму, и нам удалось услышать популярные песни кюи в исполнении известных молодых музыкантов. В мультимедийном зале мы познакомились с историей музыкального искусства и богатой духовной культурой казахского народа. Спасибо Алматы Дихюдиерс за то, что показали нам это удивительное место. Не раз мы проходили мимо и даже жили неподалеку от Центрального государственного музея Республики Казахстан, но, к сожалению, так в нем и не побывали. А зря. Центральный государственный музей Республики Казахстан является одним из старейших и крупнейших музеев не только в Казахстане, но и всего Центрально-Азиатского региона. Фондовые коллекции музея насчитывают около 300 тысяч единиц хранения. Там вы можете получить наглядное представление не только о палеонтологическом прошлом, но и древней, средневековой, новой и современной истории и культурном наследии Казахстана.
Как ни странно, но наш первый день пребывания в Алматы начался с культурной программы. Главный спонсор нашей поездки Сабыржан Серикович настаивал на том, чтобы мы вкушали не только знаменитую казахскую кухню, но и пищу духовную. Поэтому сразу после обеда мы позаботились о том, чтобы вечером попасть в театр. Нашим первым театром в Алматы стал экспериментальный театр «Бункер». Весьма атмосферное место, где постановки проходят в старом советском бомбоубежище времен Второй мировой войны, что позволяет артистам отважиться на любые театральные эксперименты, невзирая на обстоятельства внешнего мира. Для нас с Иваном это был интересный опыт камерного спектакля, который мы рекомендуем к просмотру. Ты знаешь, я ее встретил. Она, правда, невообразима. Она просто замечательная и чудесная. Вот. И я тебя сейчас с ней познакомлю. Она просто золото. Вот. И она сейчас придет в этот парк, и я скажу ей, как сильно я ее люблю. Следующим на нашем пути стал театр юного зрителя Натальи Ильиничны Сац. У этого театра очень богатая и интересная история, впрочем, как и у его питерского собрата по культурным задачам. Еще одним знаковым местом для петербуржцев является ТЮЗ. Это театр юных зрителей, один из старейших в мире репертуарных театров для детей. Это поистине легенда, театр с интересной историей, качественным репертуаром и высококлассными актерами. Он был основан в Петрограде в 1922 году. Это место как нельзя лучше объединяет интересы родителей и детей. Это происходит благодаря актуальным постановкам, одинаково интересным как детям, так и взрослым. Аналогичный театр нам с Иваном удалось посетить и в Алматы. Им стал театр юных зрителей имени Натальи Ильиничны Сац. Наталья Сац была удивительной женщиной. Она внесла большой вклад в развитие детского театра и художественное воспитание детей. Сац – создатель целого направления театрального творчества для детей, основатель 6 детских театров, среди которых детский театр в Алматы. А Алматинский театр юного зрителя открылся 7 ноября 1945 года сказкой «Красная шапочка». Нынешнее здание театр приобрел не сразу, а лишь в 2000 году. Оно было построено в 1981 как дворец культуры Алматинского хлопчатобумажного комбината. На этом комбинате работало 8 тысяч человек. На данный момент этого комбината не существует. Уже с 2000 года здесь театр для детей и юношества имени Натальи Сац. Так как это был Алматинский хлопчатобумажный комбинат, на мозаике одни женщины заметили. Здание является ярким представителем эпохи модернизма в архитектуре, которая отличается рациональным подходом к построению как самих конструкций, так и внутренних помещений. Но мы являемся памятником современной архитектуры местного значения. Вот самое интересное – это шикарные наши люстры. Вообще люстры люстры это чешские. Привезли специально из Чехословакии. Поэтому это раритет настолько большой для нас, для нашего театра, для нашего здания. Вообще в одной большой люстре, я вам скажу, 101 лампочка. Помещение это, конечно, изначально не было театральным, но за 20 с лишним лет труппа театра его приспособила под свои театральные особенности. Вчера холодно было? Да. Сегодня тоже не
ниже. Молодой человек, пожалуйста, пока она целая, выйдите оттуда. Она не для этого, она не для фотографии? Она просто для красоты. Я понял. Главное направление деятельности театра – нравственное воспитание подрастающего поколения. Наш дворец культуры, как он назывался, именно был построен для молодежи, где была кружковая работа. Наверное, все алматинцы в юном возрасте бывали в этом театре и помнят его особую атмосферу и театральный дух. А если подзабыли, не беда. Сейчас я вам напомню. Перед спектаклем нам удалось пообщаться с художественным руководителем театра и задать ему несколько вопросов. Так как мы пришли в театр юных зрителей, то и вопросы у нас были про молодежь. Да, молодежь у нас замечательная, только книжек мало читает. Единственная беда молодежи, особенно творческой молодежи, это то, что она читает мало книг. И как ни говоришь об этом, все равно как-то не проникает. Но я уверен, что театр и книга, вот эти две вещи, играют колоссальную роль вообще в становлении человека. Дело в том, что интернет, телевидение, кино ничего не заменит театр, потому что театр – это живое общение зрителя и актера. Поэтому в театр люди всегда будут идти, вы видели. Идут, несмотря на пандемию. Идут, маски одевают, идут, зеленые ашики показывают и идут. Также у нас состоялось экспресс-интервью с режиссером спектакля, на премьере которого мы побывали. Я Галина Пьянова, режиссер театра. Режиссурой занимаюсь больше 20 лет, а в театре я работаю уже больше 30 лет. И как актриса я начинала свой путь в театре имени САЦ. И в то время в Алмате был один из самых сильных театров, это театр юного зрителя имени САЦ. Спектакль, который мы видели, был поставлен на основе романа Кена Кизи «Над Кукушкиным гнездом». Надо признаться, спектакль получился ярким и атмосферным. Если вы заметили, то в нем преимущественно играли молодые артисты, поэтому о работе с современной молодежью мы пообщались с режиссером спектакля Галиной Пьяновой. Молодые актеры, вот первая пятерка, да, скажем так, которую я назвала, они отличаются, конечно, другой методологией уже, потому что сейчас театр, искусство, требующее не только подготовки системы Станиславского, но и ребята владеют прекрасно акробатикой, причем такое ощущение, что не все... Это не потому, что здесь преподается акробатика, но они владеют как-то независимо, то есть, видимо, или паркуристы, или мотоциклисты, я не знаю, с чем это связано. Они прекрасно владеют всеми музыкальными инструментами. И это такой потрясающий ресурс, когда ты мечтаешь об актере универсальном, который может все. Когда он может и взлететь, когда он может и драму сыграть, стоя на одной точке, на уровне изменения температуры тела, и когда он может и посмеяться, то есть такой, в общем, синтетический актер, о чем еще мечтать. Эх, был бы Голливуд рядом, потому что ребята хорошие очень подготовки. Надо признаться, за время пребывания в Алматы мы посетили много культурных учреждений, и везде были аншлаги. Нам стало интересно мнение действующего режиссера. Действительно ли в Алматы так любят театральное искусство? Или нам показалось? Знаете что, я недавно просто посчитала, сколько в Алмате существует независимых театральных групп. Их около 10. Около 10 независимых театральных групп, причем профессиональных, не любительских. Мне кажется, хорошо обстоят дела с театром. То есть, что это значит? Это значит, люди показывают спектакль, не играли бы, если бы не ходил зритель. То есть, есть спрос. И причем это очень разные коллективы, очень, то есть, в разной методологии существующие, в разных принципах творческих, с разным художественным материалом. Я думаю, что зритель в Алмате
хочет ходить в театры. Это показала история, вообще для меня все очень просто. Когда случилась пандемия, и вот я помню, как мы запаниковали, потому что я подумала впервые в жизни, кому я нужна. Вот никак, все, конец. Все, я не выбрала профессию, которая необходима, там учитель, врач, вот которая необходима в тяжелое время. И как зритель выждал тот момент и побежал в театры. Мы вышли, быстро стали делать спектакли, которые были необходимы, как нам казались тогда зрителю. Зритель идет в театры в Казахстане. И в Казахстане, в Алмате очень... Как вам сказать? Ну, это вообще Казахстан, Алмата. Вы же тут тоже почему-то. Наверное, потому что здесь очень теплые люди, и очень принимающие, и прощающие. Как здесь зритель пытается понять, быть мягким, когда, ну, это не мое, говорит обычно зритель. Но то есть настолько позволяющий тебе быть самим собой, но это именно Алмата и Казахстан. Так что добро пожаловать! Большим подарком для нас стала возможность посетить премьеру симфонии «Mission to Mars» знаменитого на весь мир казахстанца Марата Бисенгалиева. Премьера состоялась в филармонии имени Жамбыла. Как вы знаете, у нас в Петербурге тоже есть известная филармония, и не одна. Это Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича. В бывшем доме дворянского собрания вы найдете постоянную площадку для выступлений и репетиций симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Большой зал филармонии. Он вмещает более 1500 слушателей. Именно здесь в свое время выступали легенды классической музыки: Лист, Рубинштейн, Шуман, Вагнер, Чайковский, Мусорский, Римский-Корсаков и многие-многие другие. Что же связывает филармонию имени Жамбыла и филармонию Шостаковича? Ну, во-первых, в 2020 году обе филармонии оказались в пятерке лучших музыкальных учреждений СНГ. А во-вторых, и там на сегодняшний день можно услышать величайшую музыку от профессионалов мирового класса. Казахская государственная филармония имени Жамбыла изначально было как Алматинское творческое объединение, созданное 14 января 1935 года. Оно было организовано казахским музыковедом, выдающимся ученым, композитором, автором многих произведений казахской музыки Ахметом Жубановым, который в свою очередь окончил факультет Ленинградской консерватории. Талантливые юноши и девушки, студенты консерватории, воспитываются лучшими музыкальными деятелями Казахстана во главе с доктором искусствоведческих наук Ахметом Жубановым. С 1938 года филармония носит имя известного казахского акына Жамбыла Жабаева. Свою деятельность филармония начала с оркестра, объединившего оркестр казахских национальных инструментов, казахский хор, танцевальный ансамбль и большую труппу солистов, певцов и инструменталистов. В их числе была народная артистка республики Дина Нурпейсова. А вскоре на концертной эстраде филармонии зазвучали шедевры вокальной лирики, казахские и русские народные песни в исполнении Куляш Байсеитовой.
В настоящее время в составе филармонии прославленные коллективы мирового уровня, что позволяет без труда приглашать для гастролей именитых гостей. Именно на выступлении такого гостя нам посчастливилось попасть. Марат Бисенгалиев – скрипач-виртуоз, дирижер, человек мира, родившийся в Алма-Ате в 1962 году. На этот раз он привез на родину, в свой любимый город, новую симфонию «Mission to Mars». Идея симфонии – отметить достижение человеческого разума в освоении космоса. В этот день мы побывали на пресс-конференции маэстро, где любой желающий мог задать свой вопрос. Мы решили пойти на очень необычную расстановку струнных. Они не смотрят прямо в зал, как обычно, они смотрят на меня. А я буду дирижировать лицом к слушателям. Вот. Оркестр, струны, они будут лицом ко мне. То есть это будет очень необычная такая расстановка. Хор с моей левой стороны на балконе будет женский хор, мужской хор с правой стороны. Внизу в ложах будут деревянные инструменты с одной стороны, валторные и басовые деревянные инструменты будут с левой стороны. То есть вот такой очень интересный кросс, проникновение со всех сторон. Вот, то есть сзади слушателя будет такое очень мощное звучание со всех сторон. И я думаю, что это произведет впечатление. Слышите там и головое пение, и свист, такой двойной голос. Очень интересно во второй части такие космические эффекты, которые мы добились именно с помощью вот этих шаманских каких-то приемов, фольклорных шаманских приемов. Вот. Естественно, нам надо было придать ей какой-то восточный колорит арабский. У нас здесь будет голос, такой фольклорный голос, который вот по-настоящему дает этот фольклорный колорит. То есть Марс с окраской, так сказать, восточными какими-то темами. Это, кстати, очень важно, очень правильно вы задали вопрос. Наше короткое, но интересное интервью с Маратом Бисенгалиевым перед мировой премьерой Mission to Mars вы можете посмотреть по подсказке вверху экрана. А сейчас давайте хотя бы одним глазком посмотрим на премьеру. Концерты Марата Бисенгалиева – это всегда праздник. Событие, идя на которое зритель заранее предвкушает что-то особенное. Марат умеет создать невероятную атмосферу. В своем проявлении на сцене, в жестах и, конечно же, неподражаемой игре. После премьеры зрители аплодировали стоя, не отпуская маэстро со сцены, что говорит только об одном – премьера удалась. Дирижер проекта Mission to Mars, скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев. Марат, вот он далеко ведь находится, он гражданин мира, конечно, но настолько это по-нашему, настолько там все внутри такое родное. Это было так невероятно. Вот это вот название «Миссия на Марс» на самом деле оправдало себя. Эффект присутствия потрясающий. Эффект присутствия вот этого хора с двух сторон, этой музыки, такое полное погружение. Вообще незабываемое впечатление. Высший уровень профессионализма музыкантов. И, можно сказать, это такое историческое событие.
Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, но звон бригета им доносит, что новый начался балет. Театр злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис. Онегин полетел к театру. Я думаю, вы догадались, кому принадлежат эти строки. Я неспроста их вам прочел. Мы по-прежнему находимся на Итальянской площади. Я уже успел показать вам филармонию, Русский музей, а теперь мы добрались и до Государственного академического театра оперы и балета имени Мусоргского. В Петербурге мы зовем его Михайловским театром. Этот театр оперы и балета – один из значимых музыкальных театров России. Открылся он в 1833 году. А раз так, то в этот театр определенно захаживал сам Александр Сергеевич Пушкин. В этом театре я был последний раз в 2019 году, когда к нам в гости с гастролями приезжал Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы. Признаться честно, на меня этот оркестр произвел неизгладимое впечатление. Это было красиво, ярко, контрастно и зрелищно. Я помню, как в конце выступления мы сначала под аккомпанемент оркестра всем залом спели «Смуглянку», а потом минут 10 не отпускали оркестр аплодисментами. В Алма-Аты нам удалось попасть на легендарную премьеру, с которой каждый год начинается театральный сезон. Это опера «Абай». Проходила она в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая. Театр был основан 13 января 1934 года. На сегодняшний день это один из ведущих оперных театров Казахстана с большой и великой историей. Мы начинались всего с около 20 артистов оркестра, а на сегодняшний момент у нас в оркестровой яме сидит больше 70 человек. Мы начинались с непрофессиональных оперных певцов, а сейчас у нас профессиональная оперная труппа, которая включает в себя стажерскую группу, ведущих солистов, народных артистов, заслуженных деятелей. То есть фактически вся история музыкальной страны, она начиналась в том месте, где мы сейчас с вами находимся. Первый большой успех оперного театра состоялся в дни декады казахской литературы и искусства в Москве в 1936 году. С большим успехом прошла опера «Кызжибек» с Куляш Байсеитовой в главной роли, которая получила необыкновенное признание. Все газеты пестрели восторженными откликами о новом театре и о его певцах. Куляш Байсеитовой, первой певице казашки, было присвоено звание народной артистки СССР. В годы войны театр разделил с народом все его тяготы. Тем не менее, несмотря на все сложности, было закончено строительство нового здания театра, которое стало самым красивым и крупным сооружением Алма-Аты. Первый спектакль в новом здании состоялся 7 ноября 1941 года. В то же время в Алма-Ату было эвакуировано много деятелей культуры и искусства со всего Советского Союза. Тогда в театре работала легенда балета Галина Уланова, которая осуществила постановку балета «Жизель». В
настоящий момент это крупнейший театр евразийского пространства. В составе творческого коллектива театра прославленные мастера сцены и молодые таланты, лауреаты различных престижных международных конкурсов, получившие мировое признание. У нас сравнительно недавно появился небольшой, мы называем это музеем. Он находится в фойе 3-го этажа, там находятся исторические костюмы, там есть костюм, который принадлежал Бибигуль Тулегеновой, это историческое имя не только для музыки Казахстана, а вообще для истории музыки. Мастерам сцены Казахского театра оперы и балета рукоплескали во Франции, Германии, Италии, Японии, Турции, Китае, США и других странах. Очень мы, конечно, соскучились по выступлениям, по нашему зрителю, по вот этим эмоциям. Это же все-таки наш, как второй дом, что ли. Сегодня мы открываем 88-й театральный сезон. Немножко все волнуются, потому что у нас был, ну, как вы все знаете, да, карантин, пандемия, и мы все очень сильно соскучились по театральной сцене и вообще просто по сцене. Вот, и готовы сегодня нашему зрителю представить нашу жемчужину казахской оперы, оперу Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди «Абай». Опера «Абай» — это ключевое произведение в нашей истории, потому что абсолютно каждый наш театральный сезон мы начинаем с этой оперы композиторов Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. На сегодняшний момент театр — это тоже не каждый театр может этим похвастаться. Мы имеем 2 спектакля «Абай» в своем активе. К моему стыду я всего лишь несколько раз был в опере, но то, что я видел в театре Абая, было невероятно красиво. Сам театр оказался очень атмосферным, а на премьеру пришло много людей. В зале была потрясающая акустика, а то, что происходило на сцене, завораживало дух. Буйство красок, грация, сюжет, мощный оркестр – все оказалось выше всяких похвал. Друзья, если и идти в оперу, то только в такую. Особенно это ценно для тех, кто собирается это сделать впервые, так как первые впечатления в большинстве случаев решают, придете ли вы сюда вновь или решите, что опера не ваш вид искусства. Как видите, Алматы не уступает Петербургу в многообразии культурной жизни. Здесь легко можно сходить в музей, на современную выставку, послушать первоклассную музыку или балет, увидеть интересную и актуальную театральную постановку, как в арт-пространстве, так и историческом здании, имеющем богатую историю и маститых режиссеров. Услышать историческую оперу в исполнении звезд мировой величины, в сопровождении симфонического оркестра с помпезными и масштабными декорациями. Побывать на фестивале или бизнес-форуме, где встречаются успешные люди, современная молодежь и популярные артисты. Культурная жизнь города кипит. Везде аншлаги и большое скопление людей. Молодежь старается совмещать интернет и общение в культурных центрах города. Их много, они работают, в них приятно находиться, а люди, которые там служат, настоящие профессионалы и ценители своей профессии. Поэтому я, как петербуржец, заявляю, Алматы – это богатый и культурный город во всех смыслах этого слова. В нем витает дух свободы, искусства, интеллигентности, остроты мысли, которые перешли алматинцам по наследству. А это значит, что те великие люди, которых я показал в начале фильма, постарались на славу.
Дорогие казахстанцы и алматинцы, вам есть чем гордиться. Впитывайте, берегите и приумножайте наследие ваших предков. Алга!